Я приветствую вас, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Испирационы. Таро расклад. Узнай, что дальше. Выход из лабиринта. Завершение путаницы. Что по судьбе? Давайте узнаем, что же нам расскажут карты. Возможно, эта ситуация в личной жизни. Может быть, эта ситуация касается вашего творчества, бизнеса, или та, которая связана с обстоятельствами, которые происходят на данный период времени вокруг вас. Мы будем рассматривать значение карт через метафору с позиции позитивной психологии. Давайте узнаем. И у нас первая колода – это 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери – открытый, закрытый и каков ключ. Дальше у нас колода Таро снов, которую прорисовал великолепный художник, на мой взгляд, я думаю, на взгляд многих, Чиро Маркетти. И «Спроси у ангелов». Так называется эта колода «Оракула». Но в самом начале мы узнаем, кто же вы, кто смотрит расклад в надежде услышать подсказки через собственную интуицию. Кто вы, кто ищет выход из лабиринта, из какой-то путаницы жизни. Помним, мои дорогие, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И данный расклад – это не есть руководство к действию, а один из тысячи возможных вариантов развития события. Поэтому всегда призываю, будем реалистами. Итак, кто же вы? Что сейчас, на данный период времени, происходит в вашей жизни, чтобы вы могли определить? И я так думаю, через метафору вы себя узнаете, подходит или нет. И вот смотрите, нам выпадает в этой колоде двойка жезлов, как будто вы узнали какую-то новость. Или вы хотите как раз узнать ее, разгадать какую-то тайну. Может быть, частично вы недавний период времени, в недавнем прошлом вы столкнулись с обстоятельствами, когда, словно обрушилось что-то на ваши плечи. Или вы столкнулись с какой-то преградой, и вы не знали, как ее обойти. Скорее всего, преграду какую-то вы преодолели. Я не могу сказать, что это на 100%. Но, безусловно, какие-то шаги вы сделали. И вы, возможно, долго сомневались, а правильными были мои действия или надо было поступить как-то иначе. Вы и сейчас можете сомневаться в себе или как поступить. Всегда двойка жезлов – это некоторое топтание на месте. Но если мы говорим об этой колоде, здесь, правда, вами были предприняты некоторые шаги, которые вас приводят не совсем к итогу, а к тому, что раскрывается реальность какой-то другой. Вы могли услышать новость, или к вам могла прийти информация, которая тоже вас заставила, так встрепенуться, вы чего-то не ожидали. Вы могли, кстати, услышать, если мы говорим о личной жизни, банально у кого-то могла проиграться сплетня, мои дорогие, случайно услышанная, какая-то информация в отношении вас самих, вашей личности. И нам девушка изображена вот такой удивленной. Она действительно, она совершенно не ожидала. И художник нам не говорит о том, что же это на самом деле. Либо ее удивило, а удивление у нее четко прорисованное, я надеюсь, это видно вам на лице. Так вот, что же ее удивило? Либо то, что она прошла через эту дверь, которая закрытая, когда она, смогла телепортироваться. Или то, когда она прошла через дверь, то, что ее окружает, ее ставит в тупик. Она не ожидала увидеть то, к чему она стремилась. Вот у кого-то из вас вы осуществили некоторые действия, после которых вы себя чувствуете в каком-то тупике или путанице. Или я не знаю, как действовать, вы можете такое себе говорить. И здесь, правда, есть некоторая двойственность, и это всегда выбор, мои дорогие. Куда идти дальше? Что мне делать дальше? И как будто половину пути мы прошли. Вот как из этой двери, да, наполовину она уже вышла. А стоит ли мне это продолжать? Или мне лучше вернуться назад? Вас может что-то не радовать в той обстановке, которая вроде бы продолжает развиваться. Может быть, и есть некоторые моменты через удивление. Есть уже какой-то позитивный момент. Есть определенная надежда. Но в то же время тысяча неопределенностей или неизвестностей. Стоит ли шагать в эту неизвестность? Или все-таки вернуться назад, там как-то в прежнем положении, более спокойно, надежно? Или все понятно, все размерено? Кто вы? Что происходит у вас сейчас?
Очень красочно, да, иллюстрирует карты. Обратите внимание, девушка рисует дверь. Нам показана закрытая дверь. Если мы говорим метафорические карты, открыта дверь или закрыта. Так вот, дверь она закрыта, а художница рисует открытую дверь в надежде, что произойдет какое-то чудо. И настоящее, так что в реальности дверь тоже откроется. Мы с вами понимаем, нет, этого не произойдет. Придется телепортироваться. И у кого-то из вас, меня смотрят люди из разных стран, возможно, вы осуществили переезд, или это вы словно перепрыгнули, уже совершили прыжок в будущее, какой-то квантовый скачок. Но вы можете пока или не видеть этого, или то, что вы увидели, вас ставит в тупик. Что будет дальше? Может быть, обстоятельства вашей жизни вас заставляют сомневаться, потому что вы основываетесь, наше сознание – это великий шаблон, и вы основываетесь на собственном опыте. А в опыте подобного у вас не было. Могла быть какая-то похожая ситуация, у вас даже могли быть очень много сложностей, и вы их постоянно преодолевали. Я могу предположить, что меня смотрят сильные люди, потому что решиться на какой-то такой прыжок в будущее сможет не каждый. И вот теперь вы думаете, а может быть, я погорячился или погорячилась, может быть, я поторопилась. Но исходя из этих двух карт, я могу сказать, что то, что вы сделали в предыдущий период, у вас не было другого выхода. И, знаете, иногда нам приходится в жизни делать такие шаги, которые мы не можем увязать с прошлым опытом. И тут нам сознание может помешать, потому что не отстроен какой-то алгоритм действий. И отсюда возникают наши сомнения. Помним, опять же повторяюсь, сознание – великий шаблон, который нам создает путаницу. Да, сознание нам помогает действовать на автоматизме в каких-то мелких вопросах. К примеру, когда мы моем посуду или выполняем какую-то рутинную работу, даже пусть это касается вашей занятости, это шаблон, опять же, действий. То, к чему вы привыкли, и в данном случае автоматизм нам помогает не растратить больше сил, чем нужно. Но в тех случаях, когда мы оказываемся совершенно в новой обстановке, в новой ситуации, сознание нам не помогает. Наш внутренний компьютер работает таким образом, что он ищет ответы в прошлом, а в прошлом ответов нет. И вот кто меня смотрит, тут действительно сложилась такая обстановка, когда вы не знаете, что меня ждет дальше в таком глобально важном уровне, или вы не знаете, как вам поступить. Вам именно сейчас нужно делать выбор. И вроде бы уже наполовину вы в каком-то вопросе, или в каких-то отношениях, или в каких-то обстоятельствах. Вы уже перешагнули. Одна нога уже здесь, но вторая еще где-то в прошлом. А вы знаете, нам карты говорят, действительно, вы сильный человек. А туз жезлов, обратите внимание, двери открыты или закрыты. Чего не произойдет, мы с вами по предыдущей карте сказали. Все в ваших руках. Тут действительно как прыжок в будущее, телепортация, или то, чего в нашей реальной жизни и еще не было. Или то, что, может быть, другие будут отрицать. Или вас могут отговаривать. Или говорить, нет, такое невозможно. А у вас свой какой-то путь. Вот кто меня смотрит сейчас? Вы могли произвести такие действия, которые привели в шок окружающих. Вот у кого-то и так проигралось. Я в хорошем смысле это говорю. Потому что о вас могут судачить в том плане, что как это ей удалось. Или как это у него получилось. Да, какая-то элемент зависти, по крайней мере, я могу тут предусмотреть. Если вы сейчас, к примеру, в данный период времени пытаетесь свою ситуацию с кем-то обговорить или ищете ответы на свои вопросы, может быть, беседуете с людьми доверенными или с теми, кто к вам по-доброму относится, но даже наши друзья или те, которые вам искренне желают помочь, они не могут вам дать совет, мои дорогие. Есть та ситуация, дилемма, проблема, назовите как угодно, или вопрос, который вы должны решить только сами. Вот как этот волшебник, который нам показан возле дверей, и обратите внимание, дверь закрыта, но это не преграда для него. И сейчас от того, что он знает пассы или какой-то код, может быть, слово какое-то, эта дверь откроется. Я должна сказать, обратите внимание еще на одну деталь. Наш волшебник босиком. То есть для него нематериальное стоит на первом плане.
Может быть, очень символично, поскольку я делаю расклад, и у нас лунные узлы находятся на оси рыбы-дева. Это связь возвышенного и земного. Так вот, оттолкнуться нужно именно от возвышенного, от желания вашей души, от какой-то очень важной идеи или того, что вы хотите осуществить. Вот эта мечта, ее нужно каждый день продумывать или возвращаться к ней, и тогда вам пространство даст, наделит вас какими-то большими силами или поможет вам увидеть реальность по-другому. Или вот эти ключи, которые заключаются, может быть, в нужных словах ваших или в ваших нужных действиях. Вот как узнать какой-то код. Но, опять же, все ответы внутри вас. И я так думаю, вот эти сильные люди, которые меня сейчас остаются еще смотреть, скорее всего, это вы больше и рассчитываете на ваши действия, а не на то, что вам кто-то придет на помощь. Посмотрите, пусть мы достали 3 карты, но ни одна не говорит о том, что вы сидите и ждете. Точно. Маги и волшебники пришли сегодня на расклад. Это карты сильного человека, безусловно, магами не рождаются, ими становятся. И становятся, когда они проходят, но где-то из нуля в рогожечку сложный этап жизненный, когда они понимают, что нет, начинается все с наших мыслей. Наша самореализация начинается или самодостаточность с того, когда мы сами себе отвечаем на правильные и ставим эти правильные вопросы, куда я иду или чем я хочу заниматься, так и отвечаем на них. Потому что здесь начинается именно с возвышенного, с нашей души или с силы духа, мои дорогие, а потом присоединяется и материя. Вот соединить вам возвышенное и земное, правда, нужно. И никто не даст, как я говорила, совет. Маг идет своим путем. Вы можете быть даже многим непонятны, но отказаться от чего-то ни в коем случае нельзя, если вы пока еще находитесь в некотором замешательстве или не знаете, что же вам делать. Маг идет вперед. Маг великий практик, мои дорогие. Как бы мы тут что бы мы ни думали, точнее, по сути, 2 волшебника нам показаны. Вот такая очень сильная позиция, которая вас ведет, ну, знаете, как могущественная сила, или назовите это вам по судьбе, какой-то путь вам суждено было пройти. И вот теперь нужно выходить из прошлого, даже если то настоящее, в котором вы сейчас находитесь, оно вас несколько либо пугает, либо ставит в тупик. Вам нужно оценить очень здраво, таким холодным умом, то, что как происходит вокруг вас сейчас. Оценить вот эту самую обстановку. И никаких эмоций, мои дорогие. У мага нет эмоций. Холодная голова и где-то и холодное сердце. И я могу сказать, тут не совсем нам про любовь даже говорят. Хотя рыцарь кубков будет говорить как раз о приятных каких-то встречах, о подарках может говорить, о личной жизни может говорить. Но тут с личной жизнью тоже не все так просто. Обратите внимание, двери закрытой нет. Нам показан грот, который находится за ледяным водопадом. И прежде чем мы войдем в этот грот, нам придется испытать этот холодный леденящий душ на самих себе. И вы из-за того, что где-то страх сковывает, или то, что вы не можете что-то просчитать. Может быть, это касается в отношении личной жизни у кого-то и так. Я могу сказать, если мы смотрим по сферам жизни, вот все, что выпало, 5 карт, то жезлов – это, безусловно, дела, работа, бизнес, ваше творчество, ваше изучение, например, чего-то. Вот изучение – это точно будет проходить по этой карте, потому что код нам еще предстоит только узнать. Мы еще с какой-то обстановкой не сориентировались на 100%, наверняка. Практик идет у нас, опять же, по аркану маг, но это старший аркан. И кубки – это личная жизнь. Может быть, предложение конкретного человека. И тогда карта говорит, ты тут не замечтайся. Тебе вот именно в данный период жизни, может быть, вам нужно совершить куда-то дорогу. Или к вам какой-то человек собирается приехать. Или есть просто контакты с каким-то человеком. И вы думаете, стоит это продолжать или нет. Опять же, 1000 неопределенностей. Вы не знаете, что от него ожидать. Но тогда карта вам будет однозначно говорить, не строй грандиозных планов. Пройди по ситуации. Нужен этот леденящий душ. Значит, и он будет для тебя полезен. Но замечтаться самое главное по всему первому ряду карт, который обрисовывает как вашу сигнификацию. Здесь собрались не мечтатели, поэтому мечтатели в хорошем плане.
Не просто, когда мы ничего не предпринимаем. Вот сидим и мечтаем у окна, да, будем говорить. Нет, это те люди, которые, пусть это будет как ваша цель. Можно ведь назвать или понимать мечту по-разному. Мечта – это как какая-то задумка, а для кого-то эта мечта остается иллюзией, а для кого-то она превращается в намерение и цель. Так вот, те, которые мечту умеют превращать в намерение и цель, скорее всего, продолжают смотреть этот расклад. И для вас будет увязано две сферы жизни. То есть ваши заработки через сферу ваших достижений и работы, и одновременно личная жизнь. Может быть, у кого-то это личные контакты. Тот человек, которого вы знаете, он вам помогает в продвижении вашего бизнеса. Или вы рассматриваете, увязываете, да, вот с учетом того, что карта маг посередине. Как будто нужно объединить и личную жизнь, и ваши достижения. Но как это сделать? Непонятно. И вроде бы нам показан ресурсный человек, который умеет пройти словно вот сквозь эту стену или сквозь какую-то преграду, сквозь какую-то дверь, перепрыгнуть в будущее буквально. Но есть и те вопросы, которые вас ставят в тупик. Давайте мы узнаем, как же высшие силы видят вашу ситуацию. Что же на самом деле в реальной жизни происходит сейчас. И оттолкнемся от того, то, что вы о себе услышали, насколько это подходит вам. Определяйтесь, мои дорогие. И теперь мы будем рассматривать, что же в объективной реальности присутствует или с чем вы можете сталкиваться. Или вот эта обстановка, в которой вы находитесь, что она означает. Хотя эмоций мало у вас. Но все же, что же, как высшие силы видят вашу ситуацию. Вот смотрите, мы могли пройти какую-то преграду, и она нас буквально раздосадовала, разозлила. По тройке мечей нам хочется буквально даже отомстить. Мы с чем-то не согласны. Было какое-то прежнее разрушение. И я могу сказать, знаете, здесь вы могли столкнуться, вот эта наша девушка, которая вроде бы уже одной ногой в будущем, да, а другой-то ногой еще в прошлом. Так вот, прошлое вас может не пускать. Вы пережили в своей жизни очень сложный момент. Это в отношении вас была, может быть, такая месть проявлена. Или вы столкнулись с событиями, когда вас предали. Предали, может быть, очень близкие люди. Или вы выходите словно из одиночества. Или одиночество я не имею в виду только личную жизнь. Это может быть ваш личный проект по творчеству, когда вам никто не помогал. Вы сами осуществляли путь наверх. И, может быть, скорее вам постоянно мешали, мои дорогие, или вы участвовали в жизни людей. Вы скорее кому-то помогали, но это не откликнулось сторицей. Тут, скорее всего, вы можете так оценивать, почему же наоборот, если я откликаюсь в отношении кого-то или искренне действую, то люди пытаются мной либо манипулировать, либо пытаются мне ставить палки в колеса, либо в тот момент, когда мне нужна помощь, я ее не получаю. Вот такой очень серьезный вопрос может у вас стоять на повестке дня или, может быть, данного периода, когда вам нужно определиться со своим окружением. Нет каких-то преград для вас, обратите внимание, но есть какая-то прежняя история, которую вы не должны повторить. И это не значит, что мы не вернемся назад, да, или будем говорить, нам ведь еще не сказали карты, куда же мы пойдем, вперед, или все-таки мы отступим, уйдем в прошлое, да. С одной стороны, карта может подсказывать о том, что в прошлой дороги нет. Там нет ничего того, что тебя бы радовало. Поэтому даже если тебя что-то ставит в тупик, может быть, нужно наоборот быстрее идти вперед. И тогда ты вот эти очень сложные чувства или какую-то досаду, может быть, так. У кого-то обида может проиграться. Пусть это где-то месть, какое-то несогласие ваше. Вот эти сложные эмоции, они тебя оставят. Пока ты буквально не телепортируешься в реальную жизнь, ты будешь постоянно оборачиваться назад. И тебе прежняя история разочарований будет о себе напоминать. Она тебя где-то и на данный период еще держит в заперти. Или это как шаблон сознания, о котором я говорила. Что же происходит в реальности, как высшие силы видят вашу ситуацию? Вот интересно, правда, человек наблюдает. Паш мечей.
могут наблюдать за вами. Мы об этом говорили. Можете наблюдать и вы. Где-то карта больше нам говорит о том, что это вы должны наблюдать. Правильно оценивать обстановку. Почему? Потому что человек, который нам изображен, молодой, он ближе как бы к нам находится. И мы видим с ракурса, с его позиции, нежели с позиции того персонажа, который выходит из дверей. Может быть, это действительно есть какой-то человек, от которого вы ждете, ну, каких-то реальных предложений. Может быть, были какие-то прежде разговоры, договоренности, соглашения. И здесь у каждого по-своему. Это ключевое какое-то партнерство, скорее всего, оно было в вашей жизни, и что-то еще не завершилось. Но словно и дверь не открывается. Вы ее могли уже приоткрыть. Или вроде бы знаете, по крайней мере, как действовать вам на первых шагах. Или я могу сказать, по пажу мечей, вы умеете или учитесь принимать какую-то реальность. По крайней мере, на какой-то процент вы сильные действительно люди. И если нужно, то вы и можете сыграть, как будто, обратите внимание, почему говорю. Нам молодой человек показан в какой одежде? Шорты, такая вот неприметная маечка, кепочка и кроссовки, да? Не определишь, что же из себя представляет человек. Может быть, он по статусу еще выше, чем вот этот. Может быть, ему нужно пронаблюдать за этим персонажем, как он себя поведет. Может быть, именно этот персонаж что-то пообещал и по какой-то причине исчез, испарился. И тогда человек предпринимает такую попытку, дай-ка я пронаблюдаю. Вы хотите ясности, и по пажу мечей мы ищем правду, и мы ее находим. Поэтому правду через наблюдение, через анализ. А у нас сейчас год змеи, мои дорогие, по восточному календарю. И о чем нам говорит? Наблюдай, это год мудрости, это взвешенных решений. Змея действует не сразу, она анализирует. Вот вам нужно что-то и пронаблюдать, и проанализировать, и только после этого сделать какие-то выводы. И если для кого-то из вас действительно вопрос пути жизненного, то тогда продолжайте то, чем вы занимались. Не останавливайся, но искусство мелких шагов. И самое главное, быть в согласии с реальностью. В согласии это значит принимать. Даже если вы не можете где-то согласиться с этим душой или с той обстановкой, которая происходит вокруг вас. Вы, внутреннее какое-то противоречие можете испытывать, потому что что-то неправильно или человек поступил неблагородно, некрасиво, может быть, но тем не менее, даже если мы не соглашаемся, мы вынуждены принимать то, что есть в реальности, наблюдать, алгоритм какой-то новый своих действий отстроить и только после этого действовать. То есть где-то за кулисами вам нужно быть. Или полшага в тени отступите, тогда для вас будет сильная позиция. Намного сильнее или как позиция, или ваши, может быть, действия, когда они не направлены, вот как по верхней карте. Мы просто рисуем дверь в надежде, что она откроется, а у молодого человека никаких надежд нет. Он сам на себя надеется. Но и примите во внимание, что за вами-то тоже могут наблюдать. Поэтому делать выводы какие-то. И поэтому мы себе не должны навредить. О себе много не рассказывайте. Помните, что вы маги и волшебники. В себе самое главное не сомневаться. Вот подобная ситуация, она у вас что-то сейчас в реальной жизни. Переложите эти тонкие нюансы на вашу жизнь реальную, как это может проигрываться. Вот смотрите, паж мечей, дальше у нас идет 4 кубков, и нам показан персонаж, который ничего не делает. И поэтому либо мы откроем вот эти двери, либо мы, вернувшись назад, вот если мы вернемся назад, вот что-то подобное мы можем и испытывать. 4 кубков – это когда ничего не происходит, или когда мы перестаем доверять самим себе. Потому что, может быть, и внешние какие-то силы, обстоятельства нас вынуждают, где-то брать паузу или ничего не развивается быстро. По 4 кубков есть какой-то стопор всегда или апатия, кстати. Так вот, вам, возможно, нужно со своей апатией или с хронической усталостью, мои дорогие, которая может быть от многозадачности, от большой работы,
ну, наверное, отдых вам необходим. Но с другой стороны, это только для перезагрузки, чтобы восстановить силы. Это тогда будет доброе предзнаменование. Но если мы этот затянем отдых и превратим в ничего не делание, тогда и ничего не происходит. Вот как у этого мужчины, изображенного на карте, вот тут какие-то вредные привычки. И, в принципе, дверь открыта, ничто не мешает, но мы сами не хотим в нее выйти. Мы сами не хотим менять свою жизнь. Опять же, сила вашего желания, вашей уверенности. А если мы будем действовать, посмотрите, у вас сейчас на кону ваше благополучие. Кто смотрит мой расклад? Девятка пентаклей – это карта самодостаточного человека. И если мы сказали «двери», мы сами открываем двери. Причем, скорее всего, вы будете пересматривать свое окружение, как и ближнее, так и далекое. Но самое главное, чтобы достичь вот этой самодостаточности или финансовой стабильности, заключить какие-то договоры, подписать важные соглашения, важные бумаги. Вам нужно управлять этой реальностью. Но ни в коем случае не ждать, что что-то разрешится само. Да, какой-то новый алгоритм действия, мои дорогие, вы должны выработать. Это то, что сейчас реально происходит. У вас очень благополучная карта. Это как то, что у вас стоит сейчас на кону. И посмотрите, если мы рассматривали личную жизнь, то тут какая-то личная история может развиваться. Дальше, кстати, причем если вначале у нас как холодный душ, или вы могли узнать от своего партнера, ну, где-то и равнодушие, вы могли столкнуться, да, со стороны партнера, даже по личной жизни, и поэтому могли сомневаться. Но я так вижу, что ваша история какая-то будет продолжена. И все то, что я говорила по рыцарю кубков, мы не бежим впереди паровоза и не строим грандиозных планов. И тогда постепенно, может быть, некоторый, ну, холод, не нужно проявлять сильные эмоции. Карта об этом тоже говорит. Или не нужно требовать каких-то соглашений, может быть, от этого человека, если вы смотрите на ситуацию личной жизни. Нам ведь не говорят, что вы должны с ним расстаться, кстати. Нет. Может быть, сложная ситуация именно по вашей любви или личной истории. Вам именно нужно продолжать. В тот момент, когда вам хочется все расставить по местам. Вот знаете, как какой-то пункт, точку отсчета или одновременно невозврата пройти и к какой-то ситуации больше не возвращаться. Но так в жизни не бывает. Мы не сможем изменить людей, мы не сможем изменить обстоятельства на данный период времени. И опять же, второй рыцарь нам говорит о том, что какая-то история будет развиваться, или она развивается, но медленно, не в том контексте, как тебе это хочется. Но это реальный рыцарь. Он, да, один из самых медленных рыцарей в колоде Таро, но он уже идет с подарком, с каким-то предложением. И это как мы тоже можем ехать куда-то с подарком, предложением или что-то продолжать. Отчасти это карта марафонского забега. Это где-то будет перекликаться с вашими достижениями, то, чем вы сейчас занимаетесь. Или то, что у вас стоит на повестке, может быть, из-за чего вы смотрите расклад. Если это ваш бизнес, личное дело или творчество, вам действительно нужно что-то настойчиво продолжать. Это не будет развиваться быстро, но это тот марафонский забег. Или это то ваше творчество или ваша активность в чем-то, в работе, в бизнесе, что будет вам приносить доход в течение долгих лет и приносить уверенность одновременно. Ну а если мы говорим об отношениях, ну примите тогда во внимание, что все равно развиваться что-то будет или продолжаться, назовем это так. И я хочу, мои дорогие, задать следующий вопрос. Что же вам нужно делать? Какие действия от вас? Возьму вторую колоду. Давайте узнаем. Что нужно делать или чему уделить внимание? Что нам подскажут карты именно сейчас? Что для вас нужно, важно знать? А вот смотрите, ты уже что-то сделал, ты уже что-то как предпринял. У тобой уже проделан какой-то далекий путь. Именно в этой колоде Таро. Девятка жезлов где-то нам напоминает колоду герметическую, и это карта великой мощи. Но именно
художники и авторы этой колоды нам хотят передать, что вами проделан уже какой-то большой путь или приложено много усилий. И теперь позволь обстоятельствам развиваться самим по себе. Опять же, наблюдай. Нам показан воин, тот, который эту силу перед тем, как приложить к чему-то или проявить в чем-то активность. Он пронаблюдает, опять же, вот не первая колода, которая говорит вам, или не первая карта, которая говорит вам о том, что некоторое наблюдение, но не в плане созерцания, а правильной оценки ситуации вокруг, принятие сложившихся обстоятельств или в тех, в которых вы находитесь, и продумывание дальнейшей стратегии и тактики. Но вы не можете что-то перечеркнуть, потому что какой-то путь вами пройден достаточно или напряженно, или через борьбу какую-то, или, может быть, когда вам пришлось очень много вложить сил, энергии, времени в тот проект, который вы хотите осуществить. Но сейчас, знаете, вот как среднее арифметическое, мы и поторопиться не можем. Но и бросить все, как на полдороги, мы тоже не можем. Мы не можем поддаться каким-то эмоциям, мои дорогие. Здесь действительно некоторая пауза, она может присутствовать. Итак, что же вам нужно делать? Чему нужно уделить внимание еще? Пятерка кубков. Примите во внимание то, что есть, как, знаете, в нашей жизни как какая-то боль или есть разочарование. Примите реальность таковой, как она есть. Вам самое главное, наверное, будет не замылить самому себе глаза или не дать замылить глаза кому-то другому, не надеть розовые очки. Для вас совершенно необходимо быть готовым увидеть вот то, что происходит вокруг вас сейчас. И нам ведь предыдущая карта говорит, что ты наблюдай, мы с вами это обсудили. И то, что мы наблюдаем, совсем не обязательно нам будет нравиться. Что-то, может быть, нас и будет вдохновлять, а что-то может нас ставить еще в тупик. Или нас может очень сильно разочаровывать. И тем не менее, вот, видимо, это самый важный пункт, как может быть точка невозврата, когда мы должны подвести определенный итог. Не будет какого-то окончательного завершения, пока мы не увидим и не примем как предыдущую боль свою собственную или какую-то нашу ошибку. Мы подводим итоги, но оставляем ситуацию, которая у вас уже сложилась, как ситуацию, как опыт. Но не пропускаем через собственные эмоции, которые нас могут погрузить в этот омут самокопания или глубокой философии на мелком месте. Здесь вообще то, что ты видишь, не пропускай через чувства. Вот что нужно делать, если уже так буквально нам такой совет дает карта. Что же еще вам нужно делать? Принять важное решение, согласиться с чем-то. Обратите внимание, что мешает. Туз жезлов, туз жезлов. Мешать только можем мы сами себе или какое-то бездействие. Двери открыты. Четверка кубков нам об этом говорит. Но есть еще те эмоции, может быть, когда мы не хотим, не можем никак на что-то решиться, элементарно, может быть, встать и признать то, что, ну да, вот тот мой предыдущий период, он не совсем был в чем-то правильный, или у меня не получится в бездействии что-то изменить, я лишь потеряю время. И это карта возможностей. Той возможности, когда жизнь может поменяться на период до и после. Мы идем вперед, а на заднем плане нам изображен вулкан. Вот будь готов к любым неожиданностям. Тебе придется адаптироваться к ситуации. Поэтому эмоции нам могут мешать. Адаптация, она, знаете, основывается на беспристрастном видении обстоятельств, в которых мы находимся. И поэтому вот как нужно оценить обстановку, ну тут и эмоции могут мешать, а тем не менее нам предстоит вот этот прыжок сделать дальше. Или в конечном итоге нам все-таки вторую ногу придется поставить именно в новую реальность и не застрять где-то в прошлом. Два туза. Ведь туз – это «решайся». Или есть такая фраза: подумав, решайся, а решившись, не думай. Вот какая-то ненужная философия вам явно может помешать. Наверное, вот этот переход он в нашей жизни, когда ломается какой-то наш шаблон, да, если мы говорим о сознании, нам сделать очень сложно, потому что мы ведь
действуем как на новом пути или в новых обстоятельствах. Мы используем новые методы. Мы что-то не можем просчитать, и всегда соблазн прежнего какого-то сладкого, может быть, положения. Или, но все равно в нашей жизни были ведь хорошие моменты. Они нас и тянут где-то назад. Нам нравится, и у нас есть то, о чем нам приятно думать. Это наши любимые, это наш какой-то прошлый успех. И поэтому нам кажется, ну вот сейчас что-то произойдет, и я словно смогу снова вернуть прошлое или воссоздать как прошлое. А нам говорят, а нет, прошлое не повторится. Тут будет какая-то совершенно другая история. Ну, давайте тогда, что же нужно вам делать? На кону карта мага, девятка пентаклей, ваши действия. Туз монет. И мы сказали, маг, великий практик, правильно? Дальше у нас выпала девятка пентаклей. Поэтому вот магу нужно реальность или создать из своей мечты реальность. Для кого-то из вас на кону вопросы денег, вашего творчества, пусть это работы или вашего бизнеса, но у вас есть возможность заработать деньги. Здесь нам показан дважды, трижды удачливый человек, или когда вам, считайте, как по судьбе хорошо зарабатывать или развивать свое личное дело. Я все же вижу, что не совсем тут какая-то соглашательская позиция. Кто меня сейчас смотрит, вам карты все говорят, что у тебя свой путь. Карта мага и два туза. Обратите внимание. И если сейчас вы словно возвращаетесь назад, тогда возвращается вот эта ситуация. Тогда ситуация перейдет, что ты будешь рисовать двери или на кого-то надеяться, или вы можете оказаться в зависимом положении. А вам нужно быть хозяином собственной судьбы. По тузу монет придется что-то изучать новое. Может быть, для кого-то это языки, и самые разные языки, иностранные языки, у кого-то язык программирования, или обретать новые навыки, новые скиллы. Есть то, что ты должен, как бы основываясь на собственных действиях, развивать и улучшать. Или пусть это по тузу монет ваша мечта, опять же, ваша какая-то цель. Вы в данный период времени, когда вы смотрите видео, вы можете испытывать вот эти сложные эмоции, которые мы с вами разбирали. А между тем на кону ваша самореализация, мои дорогие. И вы делаете первые шаги. Поэтому иди вперед. Вот здесь возвращаться назад ни в коем случае нельзя. Вам отсюда только вперед. Поэтому если вы еще что-то не знаете, или вы не можете какую-то просчитать свою стратегию, тактику, мои дорогие, тогда наблюдайте. И искусство мелких шагов вам буквально поможет. Потому что по тузу монет это как успех будущих побед. И вот это маленькое зернышко, туз монет или единица, да, будем говорить, это начало-начал. И вот то, что мы садим в землю, в последующем мы как денежное дерево можем вырастить. Или дерево нашего успеха, нашего изобилия, нашего процветания. Но на кону, по сути дела, то, что мы называем благополучием, счастьем. И как от этого отказаться? Что же вам нужно делать вот с этими двумя рыцарями, мои дорогие? Ну вот прими такую, как подсказку. Десятка мечей – это всегда завершение. Была какая-то прежняя ситуация, которая тебя ранила. И тем не менее, десятка мечей – это всегда завершение. Какая-то история у тебя уже закончилась. Может быть, не основываясь на новых отношениях из разряда, когда мы переводим новые взаимодействия или взаимодействие с новым человеком на наш прежний опыт или на нашу прежнюю историю любви. Вот обратите внимание, вам ведь тоже выпадала тройка, да, мечей. Это какое-то разочарование. Поэтому ты себе вот этих мыслей, как сомнений, не со знаком плюс, будем говорить, розовые очки, так и со знаком минус, когда хочется, может быть, или мстить, или хочется все быстрее завершить. Будь готов к той неожиданности, которую ты буквально видишь, и ты можешь встречаться, как с разными людьми. Тебе надо научиться с ними взаимодействовать, потому что на кону ты сам. Твое какое-то дело, может быть, у кого-то переезд, по магу, здесь может быть все что угодно. И правда, у кого-то и личная жизнь, хотя маг – это хладнокровие, это не страсть. Это если есть чувство, да, кубок, но это скорее какая-то дружба. Или это история любви, которая все равно
основана на дружбе, на взаимопонимании. Но, может быть, и кто-то им пытается манипулировать вами, а вы взамен тоже пытаетесь кем-то манипулировать. Но, значит, эта история, она должна все равно быть переложена на какую-то новую концепцию дружбы, мои дорогие. Потому что прежние методы не работают. Будь готов к тому, что ты буквально увидишь. Может быть, это будет как холодный душ. Может быть, это ты и еще столкнешься с какими-то задержками в продвижении или задержками в отношениях, если мы говорим о личной жизни. Но они не должны тебя ставить в тупик или возвращать к какой-то прежней ситуации. Она уже закончилась. Тебе, даже если отношения, придется отстраивать по-новому. Или, так как ты всегда общался или общалась, если вы смотрите на личную жизнь. Здесь методы, способы общения тоже придется менять. У кого-то из вас может и закончиться, завершиться какая-то ситуация прежняя. Давайте я достану еще одну карту, не совсем мне понятно. Пусть нам дадут по карту совет. Что же нужно делать? Тут явно что-то следует отпускать, да. Но ведь это карта перевода, к примеру, если на отношения. У кого-то она проиграется как перевод отношений на новый уровень. Прежняя история заканчивается, и кто знает, это какой-то финал, который очень болезненный финал, но нам предыдущая карта сказала, что одновременно есть какое-то продолжение. И, может быть, ну, вот банально я приведу пример, а вы переложите на свою личную историю. Может быть, вы строили планы в отношении человека или какого-то ключевого партнера. И, возможно, были прежние договоренности. И вот теперь каким-то образом меняются договоренности. Или человек себя мог подвести, ну, некрасиво. Или пообещал одно, а поступил как-то совершенно по-другому. И вам, с одной стороны, это неожиданно. Вам пришлось потратить силы, прежде чем вы перешагнули эту ситуацию или что-то преодолели. И вот теперь, когда вы вроде бы уже набираете темп, у вас или человек возвращается, или прежняя какая-то история тоже возвращается. Есть еще и сомнения, а не окажусь ли я еще раз в какой-то западне буквально, или в каких-то таких вот сдерживающих обстоятельствах, когда я не смогу действовать. И тем не менее, карта будет говорить, что вот есть какой-то путь, который ты должен пройти. Но не будет ни разу тебе это помогать, если ты будешь много доверять. Или если ты будешь основываться на чужих обещаниях. Или даже если вы с кем-то заключаете соглашение в реальной жизни, принимайте тот факт, что это соглашение может завершиться в любой момент. Тут какая-то неожиданность. Будьте готовы, вам буквально что делать. Вам карты говорят, будь в любой момент готов завершить что-то и пойти новым путем. Но сам не форсируй какие-то события. Позволь этой ситуации завершиться самой по себе. И тогда для тебя более ясное видение, понимание. Ты сэкономишь где-то силы. Да, может быть, через эмоции это будет очень неприятно, но тем не менее. Старший аркан, 13-й. И я надеюсь, все правильно понимают, что 13-й аркан – это не есть смерть. Это трансформация, мои дорогие. Вот у вас сейчас этап трансформации. Трансформировать, возможно, отношения, как я сказала, перевести на другой уровень, трансформировать свой бизнес, свое личное дело, свое творчество. Ну, сделать что-то, чего от вас никто не ожидает. Как-то так видят карты. Неожиданно, правда, но на кону что-то очень важное, очень значимое, мои дорогие. Давайте мы с вами продолжим наш расклад и спросим, к чему же все идет. Если мы сказали выход из лабиринта, да, завершение путаницы. Вот давайте достанем ряд карт, к чему все идет, как будет развиваться ситуация в ближайшее время. Чего ждать, будем говорить, да? Или внешние события, в которых вы можете оказаться. С чем это будет связано? К чему все идет? Не будет что-то быстро. Посмотрите, по 4 мечей в этой колоде нам показан человек, который, ну, будем говорить, я так расцениваю, хитрость какая-то.
С одной стороны, четверка мечей – это карта, когда мы делаем выводы, приводим мысли в порядок, куда-то не спешим, опять же, наблюдаем, да. И вверху у нас девятка жезлов, колода Чиро Маркетти нам тоже говорит, ты уже очень много что сделал, у тебя уже на кону что-то важное стоит, и ты не можешь это перечеркнуть. Это не совсем прошлое, это может быть в отдаленном прошлом, не самом далеком, а где-то ближайшее к сегодняшним дням. Вы проделали большую работу, проделали какой-то большой долгий путь, может быть, много сил приложили. И вот это одним махом перечеркнуть ни в коем случае нельзя. Это было бы ошибкой. Но и такой же ошибкой рисковать собой. И вот нам показан человек, обратите внимание, опять же, выглядит как слепой. Но если мы посмотрим внимательно, а вот вам нужно наблюдать, подмечать некоторые детали, наблюдать, может быть, за поведением людей, в этом есть тоже определенная подсказка, или анализировать поведение людей, что они говорят, что вы слышите, какая обстановка вокруг вас, вам придется словно быть, ну, несколько в тени. И нам вот этот человек изображает слепого, а тем не менее, если мы обратим внимание, торс, грудной отдел очень хорошо развит. У людей, которые страдают этим недугом, часто вынужденное положение тела, а здесь нет, нам скорее атлет какой-то показан. И если мы уберем вот эту трость, человек в темных очках просто прогуливается мимо этой двери, словно ему это зачем-то надо. Либо он хочет, чтобы его не узнали, либо он хочет, чтобы он остался, может быть, кем-то увиденный, что он здесь был. Или он хочет в каком-то моменте задержаться или что-то более детально рассмотреть. Опять же, наблюдение какое-то присутствует. Тут вот обратите внимание, но он не готов к тому, что он либо заявит о своих решениях, либо вынесет кому-то вердикт, и, может быть, это наблюдение должно быть для вас, мои дорогие, продолжено, потому что и за вами наблюдает, может быть, конкретный человек, за вами кто-то наблюдает, поэтому будьте хитрее. И карта говорит, безусловно, лучше наблюдать, чем доказывать свою правоту. Лучше отступить полшага назад, словно сложить оружие, нежели пытаться кого-то склонять к собственному мнению. Вы будете в подобной ситуации, когда вам придется себя сохранять. Не да, не нет. Есть такая, была, по крайней мере, в мое детство игра. Да и нет, не говорите. Представьте, что это для вас игра. Поэтому эти обстоятельства, в которых вы находитесь, вам нужно воспринимать, словно играя, чтобы вами не играли, а это вы были в более выгодной позиции. И когда вы будете видеть, когда вам действовать или как правильно поступить, это не произойдет быстро. Какой-то вот этот путь, ну вот так вот, знаете, в тени или серым кардиналом вам придется пройти, мои дорогие. Это как будто совершенно необходимо. К чему же все идет? Вам придется с кем-то договариваться. Синхронности карта. И есть сотрудничество, правда. Может быть, об этом нам как раз и говорили два рыцаря. Может быть, это вы с каким-то человеком будете встречаться. Может быть, как ключевой партнер, с которым продолжится взаимоотношения по бизнесу, по работе. Взаимоотношения продолжены, но без всяких иллюзий. Скорее всего, воспринимайте это все так, и у вас карта мага, что в любой момент что-то может закончиться или пойти не так. К чему же все идет? Вы знаете, для того, чтобы обрести какую-то ясность, для вас будет очень важно все прописывать по закону и на бумаге. Дверь закрыта как будто, да? Здесь мы сказали, дверь закрыта, но человек даже туда не направляется, его трость туда не направлена, он не собирается туда входить, он просто прогуливается мимо, он наблюдает. По двойке пентаклей, как таковая дверь, она на дне бассейна расположена, она откроется от синхронности, от согласований, от того, как мы сумеем договориться, какое-то среднее арифметическое, может быть, найти. И вот в дальнейшем, видимо, это может означать как подписание договоров, каких-то контрактов, составление важных бумаг. И здесь нам двери откроются, когда мы не устраиваем какую-то конфронтацию, мы не устраиваем буквально спор. Нам нужно будет согласовать, может быть,
то ваше намерение или цель, или если мы переложим на отношения, насколько человек конкретный, неважно, личная жизнь или это партнер по бизнесу, готов составить какой-то документ. Бумага имеет волшебную силу. Нам на словах могут пообещать все, что угодно, а на деле не сделать ничего. Поэтому для того, чтобы с чем-то или с кем-то определиться, оценивайте ситуацию с позиции, готов ли человек подписать с вами какой-то договор, соглашение или важный документ. У вас должно быть все по закону, и тогда буквально вас закон бережет. И если же он готов или даже где-то инициирует, просчитывайте, узнавайте, вам это тоже будет помогать. Есть все равно, как, знаете, какая-то данность, с которой вы столкнетесь в ближайшее время, если мы спрашиваем, к чему все идет. Когда вы должны тоже поступать по закону или наверняка знать, как в отношении вас работает закон. И если вы это знаете, тогда вы защищены. Может быть, у кого-то обратиться к адвокату или юристу перед тем, как действовать. Вы должны себя защищать буквально, мои дорогие. Давайте посмотрим, к чему же все идет. Рыцарь жезлов, 1000 неопределенности. Тут действительно какой-то новый путь, как путь мага. А девиз мага: я хочу, я могу, у меня получится. И даже если 1000 неопределенностей, а тем не менее вы сможете что-то совершить, согласовать. И по рыцарю жезлов это карта скорости. Когда кто-то едет к нам или когда нам срочно нужно куда-то отправиться, может быть, в какие-то высокие инстанции, и вот эти самые соглашения подписать или узнать, как работает в отношении вас закон. В последующем будут перемены, и карта об этом говорит, стремительные перемены. Это может быть связано с обстановкой, когда вы узнаете какую-то, к примеру, шокирующую новость, я такое могу предположить. Или то, что вы думали, нет, этого не может быть, а здесь вот именно это и получится. Будь готов как к неожиданностям, так и будь готов быстро собраться, подпоясаться и действовать быстро, опять же. Быстро это не значит на импульсе. Вам придется что-то продумывать постоянно. Но это делать в каком-то ускоренном режиме, мои дорогие. Потому что обстоятельства будут развиваться стремительно, молниеносно. И пусть у кого-то это будет связано с переездом, если вы планировали переезд куда-то далеко. Вы можете перепланировать, собирались в одно место, но обстоятельства, опять же, вынуждают вас поехать в другое, или вы будете какую-то альтернативу рассматривать. Поэтому, может быть, и карты нам говорят: ну, ты тут не строй грандиозных планов с самого начала. Тебе придется трансформировать, может быть, и свою мечту. Именно трансформировать, но не отказываться от нее, потому что обстоятельства того требуют. К чему же все идет? Ну вот, наверное, самое главное по королеве мечей — не застрять в собственных иллюзиях. Это карта самодостаточного человека. Это карта независимого человека и того, кто рассчитывает сам на себя. Где-то карта будет говорить о том, что рост вашей популярности и ваш интеллект, но не должно быть, знаете, вот как тут нам сновидение словно. Может быть, и есть какие-то добрые эмоции, но все же королева мечей – это реализм. Это то умение подметить, что происходит в моменте здесь и сейчас, и каким образом это согласовать в моей жизни. Вы можете узнать о том, что меняются, опять же, законы или обстановка у вас продолжится таковой, когда, даже согласившись на какое-то партнерство, вы не можете расслабиться, мои дорогие. Вы вынуждены себя сохранять. И я сразу же хочу дополнить. Что это может означать для вас? Король монет. Ну, наверное, у вас сбудется какое-то все же желание, но король монет иногда это и как и по личной жизни наш партнер может говорить, но это может еще и говорить о согласовании в банках, решении вопросов по части недвижимости. Король монет, опять же, надеется сам на себя, но это благополучная карта. На кону ваша самореализация, но она основана на совершенно новых действиях, когда не должен быть повторен прошлый опыт, может быть, проб и ошибок. Давайте то, что мы с вами заявили. Вот эта путаница. Может быть, у кого-то путаница в мыслях, как паутина мысли, мои дорогие. Или вот этот лабиринт. Я могу такое допустить по всем картам, которые выпали.
Что же вам, как по судьбе? Или как завершится этот лабиринт? Как завершится путаница? Что для вас будет означать выход из лабиринта? Как знаки судьбы, что будет в ближайшее время? Рыцарь мечей. Это когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Когда мы узнаем законы, как законы в отношении нас работают, когда мы можем столкнуться с людьми, которые словно бунтарь без причины. Вот, кстати, с нами могут спорить. Поэтому будьте готовы к разного рода неожиданностям. Может быть, все карты нас как раз и подводили к тому, что неоднозначно какой-то путь нам предстоит еще пройти. Но это означает выход из лабиринта. И очень хорошо по рыцарю мечей проигрывается как новое направление. Или, как я уже сказала, мы ищем правду, истину, мы ее находим. Мы поступаем по закону или по каким-то традициям. Но будь готов к тому, что вокруг тебя будет что-то меняться. Много разных людей будет вокруг тебя. Так и будь готов, что обстоятельства, они могут где-то переворачивать твою жизнь с ног на голову. Вот к этому нужно быть готовым в ближайшее время. Значит, что-то вы еще в ближайшее время узнаете или столкнетесь с холодом конкретного человека. Паш мечей. Ни разу не замечтаешься, понимаете? Для того, чтобы вы свою мечту или вашу цель, намерение воплотили в жизнь, вам нужно быть рациональным человеком, что-то постоянно анализировать. Ведь анализ, вот эта холодная аналитика, холодная голова, она вам буквально помогает. И я могу допустить, что действительно для кого-то собирались в одном место отправиться, а поедете в другое. Или собирались в одном месте работать, а здесь поменяете свое направление и устроитесь в другую организацию. Может быть, это по вашей профессии одна какая-то специфика была, а здесь придется что-то изучать и себя адаптировать к новым обстоятельствам жизни. Правда? Много будет новостей в ближайшее время. И здесь самое главное – остерегаться безжалостных людей, мои дорогие. Именно по пятерке мечей здесь у нас проходит тот человек, от которого мы не ждем подобных действий со знаком минус в отношении нас. Поэтому мечтать все-таки хорошо, но быть реалистом хорошо дважды. И, наверное, не случайно вам выпадают вот эти карты, как десятка мечей, так и вот этот аркан трансформации. И внизу у нас чего, вот если мы говорим, уже это и касается, и к чему все идет. Королева мечей, ведь это прообраз, в первых картах это прообраз Юдифи. Она, когда совершила свой исторический шаг, она рассчитывала сама на себя. И ей помогало буквально молчание и правильная оценка обстановки вокруг нее. И если бы этого она не предпринимала, если бы она не имела вот это какую-то железную выдержку, характер и хладнокровие, она бы не смогла войти в историю, она бы не смогла осуществить то, что она себе наметила. Я уже не останавливаюсь в подробностях на этом библейском факте. Кому интересно, найдет информацию в интернет. И вот эти энергии, они необходимы, потому что, посмотрите, в ближайшее время нельзя расслабиться ни разу. И вы даже более того можете столкнуться с человеком, у которого, наверное, кроме холода, никаких добрых эмоций. Мне бы очень, конечно, не хотелось, чтобы вот в таком ключе продолжался наш расклад. Мне бы хотелось, мои дорогие, чтобы все пошло в позитивную ноту. Но идет так, как идет. И тот, кто продолжает смотреть мой расклад, вам вот это предупреждение от карт зачем-то нужно. Потому что лучше быть реалистом, нежели замечтаться и себе навредить, или как дать заднюю, есть такая фраза, или взять на попятное. Все равно идти вперед придется. Но, может быть, еще ваша личная история, или пусть это ваше дело, но именно вы сами, сталкиваясь еще с какими-то преградами, ситуациями, должны себя научиться сохранять. Сохранять свое благополучие, сохранять себя физически, может быть, с кем-то договариваться и подписывать важные документы, и при этом не расслабляясь, а контролируя каждый пункт вопроса. Помните, что вы можете столкнуться все-таки с такими энергиями, которые в отношении вас не есть добрые, а, как я сказала, какая-то безжалостность или какая-то черствость. Вы можете тоже с ней столкнуться. Хорошо. Как же совет, как будут развиваться в ближайшем будущем.
Но, видимо, именно вот этот путь вы проходите в конечном итоге. Тройка жезлов. Тройка жезлов – это карта будущего. Но прежде чем мы отправимся на этот корабль, или прежде чем исполнится наша мечта, корабль – один из символов Меркурия и нашей самореализации, нам еще какой-то путь придется пройти. Ну, вот так вот, рассчитывая на самого себя. Может быть, среди костной среды, или когда один на один вы сталкиваетесь с обстоятельствами. В конечном итоге вот этим королем Пентаклей, вот этим сложным реалистом. Сложным почему? Потому что он не сразу стал самодостаточным человеком. Он тоже где-то, как и маг, прошел трудный путь проб и ошибок. Что же будет в ближайшем будущем? Вы чем-то останетесь довольны. Вот посмотрите, карты нам говорят о том, что выход, если из лабиринта он будет, он не будет простой, мои дорогие. И быть реалистом, надеяться на себя стоит. Именно только так вы можете решить какую-то загаданную как тему, вопрос, или найти вот этот самый выход из какой-то путаницы. Если мы говорим путаница мыслей, все три карты нас возвращают к реальности, потому что мы можем застрять и где-то мыслями в наших образах из прошлого, или когда мы в надежде, что что-то вернется, а нет, снова нам выпадает тройка жезлов и говорит: прошлое уже завершилось. Тебе отсюда только вперед. Но на кону туз кубков, мои дорогие. Давайте я дополню еще одной картой. Вот что стоит у вас буквально на кону. Поэтому это какая-то и реализация, и практически радость. То есть выход из лабиринта, вы уже в нем находитесь. И может быть вот это, как мы начали с вами, с двойки жезлов, сложная какая-то ситуация, она именно будет обозначать вот эти три карты. Когда я столкнулся с каким-то противодействием, или столкнулась, или я столкнулся с какой-то черствостью, жесткостью, может быть, с силой, беспощадностью, и мне сейчас нужно понять, каким образом мне приложить в эту новую реальность свою мечту или свои намерения и цели, как мне воплотить эту мечту. И тогда вы все равно выходите из этого лабиринта, или из какой-то путаница у вас еще быстрее заканчивается, потому что нет путаницы в ваших мыслях, в вашем сознании. Быть реалистом призывают все три карты. Давайте мы спросим. Еще раз перемешаю. Как карта совет от ангелов. И карта нас призывает буквально медитировать для того, чтобы найти ответы на все свои вопросы. Это мы смотрим отдаленное будущее. Что же еще на отдалении? Если ты веришь сам в себя на самом деле, или ты веришь в свою мечту, то есть будут еще ситуации в отдаленном будущем, когда не будет все однозначно. Видимо, искусство мелких шагов есть смысл освоить. Что же еще в отдаленном будущем? Вам придется, возможно, действительно воспользоваться. У нас здесь выпадала карта синхронности. Двери откроются, когда вы синхронно будете действовать с кем-то. И вы знаете, я могу сказать так. У кого-то это как партнер в личной жизни, у кого-то это партнер ключевой по бизнесу. Когда, знаете, он один-единственный, других партнеров нет. Но через него лежит какая-то возможность. И вам придется искать, быть великим дипломатом. Или взаимодействовать с одним единственным человеком, которого вы, возможно, не испытываете ни особых эмоций, не испытываете доверия. И, может быть, тогда вот о чем-то подобном говорят нам, вот как и карта смерти, десятка мечей. Ты не можешь расслабиться. Тут вообще ни разу не про эмоции. Но, может быть, те планы, которые были в самом начале, как по рыцарю кубков, планы на любовь, они как тот любовный союз, который трансформируется в какую-то иную возможность. Нам сложно это принять, но это как будто может быть единственным выходом. Наверное, по аркану попроси помощи у кого-то другого. И может означать вот того человека, которому мы, с одной стороны, не доверяем, а выбора, тем не менее, нет. Давайте, что же нам на ближайшее будущее подскажут карты? И если мы буквально, да, от взаимодействия с каким-то человеком тебе будет как открыт путь
тройка жезлов, тебе будет открыто будущее. И, может быть, по тузу кубков это как радость, счастье. Верь в свою мечту, и она у тебя осуществится. Но на последующее, это как самое далекое, отдаленное будущее, ищи ответ в самом себе или медитируй буквально. Значит, где-то интуиции своей стоит доверять. Поэтому прослушайте, что вам подсказывает ваше шестое чувство. Скорее всего, оно вам помогает увидеть, как в 3D-измерении, правильно оценить прошлый опыт, сегодняшнюю ситуацию и предвидеть на пару шагов вперед. Хорошо, тем не менее, ближайшее будущее. Что по судьбе? Какой совет дадут карты? А это изобилие, процветание, получение денег может быть у кого-то конкретно в ближайшее время. Или удели внимание новой финансовой стратегии и тактике. Тоже что-то меняется. Ты можешь столкнуться с какой-то новой реальностью. Пятерка мечей. Не должно быть какой-то конфронтации, ведь вообще по пятерке мечей идет пирова победа, мои дорогие. И может быть даже какое-то партнерство. Оно вас не радует. А может быть оно вас и не должно радовать. Если бы оно вас радовало, вы бы раскисли, вы бы расслабились. А тут вы будете словно тот воин всегда во всеоружии и на готовности, что что-то в любой момент пойти может или не так, или человек себя может повести каким-то непредсказуемым образом. Для вас это усиливает, тем не менее, позицию. Вы умеете видеть реальность, и она вас приводит, тем не менее, к процветанию. Но все же мы про деньги или про изобилие, процветания. Есть возможность заработать деньги через ваш проект, через продолжение чего-то или развитие собственного творчества. Ну, вообще, все, что касается благополучия, по этой карте проходит. Что же еще? Нам снова говорят об интуиции. И знаете, есть такое значение по пажу мечей, который слушает как раз подсказки собственного шестого чувства и меняет направление. Может быть, это вы что-то переосмыслите и согласитесь на тот вариант, который у вас есть. Хотя прежде вы уже были готовы от него отказаться. Он вам не нравился. А реальность вас заставляет принять какую-то единственно правильную позицию. Потому что других вариантов нет. Вот могу предположить в ближайшее время. И именно это вас приведет к получению денег или созданию прочного бизнеса. Ближайшее будущее. Вот в ближайшие недели, мои дорогие, у вас будут происходить разные события. Вы можете не соглашаться с людьми. По рыцарю мечей, как я сказала, бунтарь без причины, вам может что-то и не нравиться. Или люди себя ведут как-то, ну, совершенно неподобающим образом. Или вам пытаются что-то доказать. И тем не менее, пройти этот путь определенно стоит. Жди развития буквально в самые ближайшие недели и слушай свою интуицию. Будь готов общаться с людьми разными или даже с теми, которые не нравятся. Находить с ними общие точки взаимодействия. Может быть, через общие интересы. Но когда общие интересы, мы здесь не мечтаем ни разу. Почему? Сегодня интерес есть, а завтра он пропал. Поэтому для вас будет очень важно перестроить, перевести в какой-то новый формат отношения с ключевым партнером. У кого-то по личной жизни или, может быть, у кого-то это по вашему бизнесу, по работе, может быть, это взаимодействие с коллегами или руководителем, потому что вы себе, мои дорогие, кто смотрит наш расклад, вот к чему все идет, или как выход из лабиринта. Выход из лабиринта в том, что я не вижу вариантов, есть один только вариант, и он вас не устраивает, но именно он единственно правильный. Замечтаться мы не можем. И розовые на себя очки одеть тоже. Но и устроить глубокую философию тоже нет. Наша задача воплотить в реальность нашу мечту или наше намерение, цель. Перевести, может быть, из плоскости обещаний в договоренности, которые на бумаге, мы об этом тоже с вами говорили. И при этом, может быть, это все повлияет на вас таким образом, что словно жизнь, обстоятельства меняют вас. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Я буду благодарна вашим комментариям, каким образом вот этот расклад откликается в вашей жизни, в вашей душе.